Да, дамы и господа, у меня, так сказать, видео, которое я, вообще не планировал снимать. Я надеялся, что все будет хорошо. Но меня преследовали одна неудача за другой, одна неудача за другой. И я уже было надеялся, что я выкрутился, я обманул систему. Но я сейчас расскажу все по порядку. Кто следил. Ну, я надеялся, что я сделаю вообще большое видео про эту модификацию, про вот это все, но по факту снимать нечего, потому просто расскажу, на что надо обратить внимание, если вы вдруг вот с дуру вообще решите вот этим всем заниматься. Рассказываю. Как вы помните, я уже давным-давно писал, что я собираюсь вот взять модификацию для для DualShock на аналогах, на датчиках Home, плюс вот этот вот плату драйвера. Она очень перспективна, и на самом деле она такой есть, но мод очень сложный, просто невменяемо сложный. И плюс меня еще, мягко говоря, обманули, потому что мне прислали, вот у меня же, как вы видите, DualShock 4, а мне прислали аналоги для Xbox. Проблема в чем? Казалось бы, какая разница? Но так как датчики Home это активные элементы, они тоже питаются. И как результат у них есть своя полярность. Я же, получается, вот эти вот датчики от Xbox, я не знал даже, что эта проблема вообще существует. Мне такие прислали, я заказывал для PlayStation 4. Ну, может быть, если мне будет не лень, я это примонтирую в видосик. Мне прислали вот такую вот херню. Я ее впаял и получил короткое замыкание. Я думал, все, сломал геймпад, расходимся. Мне кореш подсказал, что может быть выпаем и поменяешь вот эти вот датчики Home, чтобы оно было похоже на на DualShock 4. Я так и сделал, я выпаял. Все заработало, то есть геймпад не убил, уже отрадно. Я поменял местами датчики Home. Но вот что мы имеем в итоге. Вот что мы имеем в итоге. Я веду вверх, а он идет вниз. Я веду влево, а он вправо. Я вниз, он вверх. Я вправо, он влево. То есть получается, что датчики от Xbox и для PlayStation, они по факту вообще друг друга незаменяемые. То есть даже вот я поменял их местами, подогнал под полярность, но в реальности они в другом направлении работают. Я думал, что у меня получится обмануть систему с помощью калибровки. Но оказалось, что эта тема тоже не работает. Давайте я даже продемонстрирую, что я имею в виду. С помощью одного из режимов калибровки можно указать край самый край, к которому мы стремимся, да? Я думал, если, получается, я ему во время калибровки укажу просто другой край, и все. Режим включается так, что мы зажимаем кнопку и указываем направление. Вот, он включился. И, естественно, можно указывать край. Естественно, я указывал вправо, он высветился налево. Думаю, так делов. Сейчас мы вернемся и поменяем лево направо. Но не тут-то было. Он не идет дальше центра. То есть, получается, все. Я запоролся на этом моменте. То есть, буквально
я выкинул деньги на ветер. Не то, что я выкинул, не то, что я где-то запоролся, а меня нагнули на бабки просто. Вот этот вот китаец. Ну, скажем так, не ладно, не то, что я его обвиняю, там ошибки всякие могут быть, но я чувствую себя натурально обиженным. Просто я потратил столько времени на все это говно, а получил буквально не то, что ни хера. Я буквально, 3 раза перепаивал геймпад. Мне настолько грустно просто за потраченное время. Даже за деньги, на деньги похрен уже. Хотя, $30 или 25, уже не помню сколько, но это существенно. Я бы, не знаю, не там какого-нибудь там крэша в стиме купил, не знаю. На самом деле, я, может быть, не брошу эту затею. Я, может быть, куплю новый. И, наконец, все-таки впаяю. Я, вижу, что это на самом деле рабочая тема. Она работает. Но если бы не эти проблемы, внимательно, то есть кто покупает, внимательно обращайте внимание на все эти нюансы, чтобы было все как положено, чтобы картинка совпадала вот с тем, что вы получаете. И даже это на самом деле не факт, что будет гарантировать вам успех, потому что сама установка очень сложная. Я, может быть, не знаю, снова таки, если мне будет лень, но мне так лень на самом деле. Я подмонтирую, как это сложно появится. А мне это пришлось еще сделать буквально 2 раза, чтобы просто увидеть вот эту вот хрень. Ну ладно, я буду еще разбираться, может быть, еще не все потеряно. Но, увы.